Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке покажу, как вязать вот такой вот мотив, который можно связать любым размером. То есть он вяжется по одному принципу. Я расскажу, как это делается. Состоит из обычных столбиков с накидом и рельефных столбиков. Смотрите, как красиво. Очень красиво будет связать, например, наволочки на подушку таким цветом. Причем, если у нас наволочка немножко другим. То есть тут есть и такие небольшие дырочки. Я связала вот такой размер. Еще раз говорю, по такому же принципу можно вязать любого размера. Можно, в принципе, вязать мотивы небольшие и соединять между собой. Получится очень даже красиво. Этот образец я вязала из шнура Caramel Baby 2 миллиметра. Так, образец мы тоже будем вязать из шнура Caramel Baby 2 миллиметра крючком номер 3. Делаем кольцо. Смотрите, как я провязываю первый столбик с накидом. Провязала петлю. Далее петельку делаю длинной. Вот так вот ее захватываю. И провязываю. Если у вас так не получается, вяжите просто 3 воздушные петли. Просто провязанный таким образом первый столбик, смотрите, он такой же, как и все остальные столбики. Далее в кольцо мы провязываем еще 3 столбика с одним накидом, то есть всего каждая сторона мотива будет состоять из 4 вот таких вот столбиков с одним накидом. Между ними 2 воздушные петли. Связали одну грань. Далее вяжем еще 3 грани нашего мотива, то есть провязывая по 4 столбика с одним накидом и между ними 2 воздушные петли. Две воздушные петли и последняя наша грань, 4 столбика с одним накидом, 2, 3, 4. Все, закрываем наше, стягиваем наше кольцо. Смотрите, как мы закрываем ряд: воздушная петля, накид, вот эту верхнюю петлю, которая у нас образовалась при вязании первого столбика, 3 петли на крючке, и мы все вместе их протягиваем. Вот мы с вами сформировали угол. Далее каждый ряд будет начинаться из 2 столбиков с одним накидом, то есть половина нашего уголка. Провязываем вот так вот первый столбик, снова провязали петлю, вытянули. То есть я их здесь провязываю точно так же, как и первый, в первом ряду. Все, первый столбик у меня готов. В угол провязываю второй столбик. Далее каждая грань будет состоять из рельефных столбиков с одним накидом. Делаем накид и захватываем наш столбик вот так вот спереди. Получается у меня такой рельефный столбик с одним накидом. Провязываем так каждый столбик. 3, 4. А уголок формируем из 2 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Углы так провязываем всегда. 2 воздушные петли. Раз, два, 2 столбика с одним накидом. Далее снова мы делаем рельефные столбики с одним накидом. 4, раз, 2, 3, 4. И угол, который состоит из 2 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Оставшиеся 2 грани сделайте точно так же. Я покажу, как закрыть второй ряд и как перейти на третий. Итак, довязываем наш второй ряд.
Угол закрываем ряд точно так же, как первый ряд, провязывая одну воздушную петлю, делая накид вот в эту верхнюю петлю. Три петли на крючке, мы провязали их вместе. Делаем воздушную петлю, следующую петлю вытягиваем и формируем в угол первый столбик с одним накидом. Один провязали, второй провязали. То есть угол мы как обычно провязываем. Далее просто провязываем третий, четвертый столбик, третий, четвертый. А серединка у нас снова будет из рельефных столбиков с одним накидом. Из 4. Раз, два, три и 4. Снова провязываем еще оставшиеся 2 столбика. Угол провязываем как обычно. Раз, два, 2 воздушные петли и снова раз, два. Еще раз провяжем, то есть по прямой мы провязываем 2 столбика с одним накидом, посередине 4 рельефных столбика с одним накидом, раз, два, три, 4. Далее снова 2 столбика с одним накидом. И наш угол, как всегда, мы его провязываем. Это 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Остальные 2 грани провяжите самостоятельно и перейдем, закроем третий ряд, перейдем на четвертый. Итак, закрываем третий ряд, делаем воздушную петлю, накид, точно так же закрываем, как и предыдущие ряды. Три петли на крючке провязываем вместе. Формируем снова наш угол. Не получается, провязывайте просто 3 воздушные петли. Так просто красивее, так эти столбики, вот эти первые, они все одинаковые, похожи со всеми остальными. Так, по прямой теперь мы провязываем 4 еще, ну, не считая вот эти 2 угловые, мы провязываем еще 4 столбика с одним накидом, 2, 3, 4. Средние рельефные мы снова провязываем 4 рельефных столбика с одним накидом, 1, 2, 3, 4. Так, снова раз, два, 3, 4. Угол точно так же, как мы и провязывали, 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. Снова по прямой здесь провяжем 4 столбика с одним накидом, 4 рельефных столбика и 4 столбика с одним накидом. В угол 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. Довязываем до конца 4 ряд. С 5 узор будет вязаться немножко по-другому. Закрываем 4 ряд. Воздушная петля, накид, провязываем вместе, снова формируем угол. Угол мы провязываем точно так же. Сначала
Так, сначала мы провязываем 2 столбика с одним накидом в угол. Раз, два. Далее все последующие пятые ряды будем вязать вот таким вот образом. То есть там, где у нас в начале в уголках будет 6 столбиков с одним накидом предыдущего ряда, мы провязываем 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. И там, где идут рельефные столбики, это будет в 5, 10, 15, если у вас большое полотно, делаем 2 накида и провязываем рельефный такой столбик с 2 накидами. Раз, два. Снова провязываем 6 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. И угол формируем точно так же. Раз, два, 2 воздушные петли. И снова 2 столбика с одним накидом. Раз, два. Еще раз провяжем. Раз, два, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. 4 рельефных, но уже с 2 столбиками. Вот эти, которые у нас посерединке идут. Три и 4. И снова 6 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Делаем накид и провязываем угол, как обычно мы его провязывали. Раз, два, 2 воздушные петли. И снова раз, два. 2 оставшиеся грани провяжите самостоятельно. Это у нас 5-й ряд. Ряды закрываем точно так же и на новый ряд переходим точно таким же образом. То есть угол провязали, сначала 2 столбика с одним накидом, а далее мы начинаем уже сразу формировать новые полоски из рельефных столбиков. Вот эти рельефные по 2 накида у нас только будут, я уже говорила, 5, 10, 15, 20 ряд. А изначально, посмотрите, вот из этих двух мы провязываем 2 рельефных столбика с одним накидом. Раз, два. Там, где была полосочка из 6 воздушных петель, 2, мы провязываем 3 воздушные петли. Скрепили столбиком без накида, снова 3 воздушные петли. И далее посередине у нас вот эти рельефные, снова 1 столбик с накидом рельефный, 2, 3 и 4. 3 воздушные петли в арку посередине, столбик без накида закрепили. 3 воздушные петли, рельефный столбик с накидом, два у нас их получилось, да, угол, 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Так, 6-й ряд далее довязываем самостоятельно. То есть здесь мы снова провяжем 2 рельефных столбика с одним накидом. В арку 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли и 4 столбика с одним накидом рельефных. Покажу далее, как вязать 7-й ряд. И далее вам принцип расскажу. Там все далее понятно. Итак, 6-й ряд связали, переходим на 7-й ряд. Начало угла я уже провязала. Далее, видите, у нас было 2 рельефных столбика, а мы формируем 4 рельефных, новую
полосу, которая будет потом идти на протяжении всего дальнейшего вязания, как и вот эта полоса. Раз, два, три, четыре. А между этими рельефными полосами будут идти вот такие вот у нас раз, два, три воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли. Вот такие арки. Посередине снова 4 рельефных столбика с одним накидом. 2, 3 и 4. Раз, два, 3 воздушные петли. Закрепили снова 3 воздушные петли. И формируем 4 рельефных столбика. Раз, два, три, 4 рельефных. Угол, как всегда, 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. Смотрите, сейчас я вам покажу на большом экземпляре принцип. В принципе, дальше можно здесь уже не вязать. Сейчас расскажу принцип. Так, 5. Вот. Смотрите, мы уже начали формировать. Видите, у нас на протяжении всего вязания будут идти вот такие полосы. Вот эта центральная у нас уже есть. И сейчас в 7 ряду мы уже вот здесь в углу сформировали 4 снова рельефных столбика с одним накидом. С одной стороны и с другой. Между ними у нас будут вот такие арки, которые будут состоять из 3 воздушных петель, столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, кроме 5, 10, 15 ряда. Вот 10 ряд, вот такие элементы сформировались, а в 10 ряду мы здесь будем провязывать 4 рельефных столбика с 2 накидами и арку из 6 воздушных петель. То есть чем дальше, тем больше у нас вот этих вот полосок будет образовываться. И угловые полоски мы сейчас в 7 ряду 4 уже сформировали. И дальше угол у нас формируется точно таким же образом, как в начале нашего вязания. То есть потом будут идти в 8 ряду просто угол из 2 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика, 4 рельефных столбика с одним накидом, вот такие вот элементы и так далее. Чем больше полотно, тем больше потом формируется вот этих полосок. Вот видите, здесь уже снова начинается новая арка, снова 2 рельефных столбика сначала, в следующем ряду будет 4, то есть уже будет 1, 2, 3, 4, 5 полосок из рельефных рядов и так далее. Принцип, я думаю, понятен, здесь совсем не сложно. Красивая будет наволочка на подушку, красивый будет плед. Если связать, можно, в принципе, соединять большие элементы между собой. Это тоже будет очень красиво. Поэтому, если был полезен мой видеоурок, ставьте, пожалуйста, лайки. Всем пока-пока.